Циклы. Итак, это cs50, введение в программирование на языке Python. Меня зовут Дэвид Мейлон, и в этот раз мы сфокусируемся на циклах. Возможность языка Python и многих других языков программирования повторять что-либо снова и снова в циклах в таком смысле. И сейчас мы посмотрим, почему мы захотим делать что-либо таким образом. Я открою VS Code, и в моем терминальном окне давайте создадим файл cat.py, питоновскую программу, которая будет мяукать как кот. Я начну с того, чтобы использовать print, чтобы распечатать что-либо. Я напишу print мяу один раз, print мяу снова, print мяу еще раз. И сейчас я перейду в терминальное окно, запущу нашу программу, Enter, и я вижу мяу-мяу-мяу. Так программа работает. Совершенно очевидно. Но, чтобы понять, что происходит внутри компьютера, давайте посмотрим на этот flowchart. Как и до этого, мы видим старт в овале. После этого через стрелки мы видим мяу-мяу-мяу. И потом она останавливается. Она корректна. И, очевидно, она достаточно проста. Но очевидно, что мой код плохо сдизайнен. Почему? Давайте посмотрим, в каком смысле мой код плохо задизайнен. Давайте посмотрим. Алекс. Мы повторяем что-либо 3 раза. Да, я просто повторяюсь. Это небольшая проблема перейти в код и посмотреть, что здесь происходит. Но давайте подумаем, что я хочу распечатать мяу 4 раза, или 5 раз, или 50 раз, или 500 раз. Решение для этого будет копировать и вставлять несколько раз. Это достаточно плохое решение. Давайте представим, что вы хотите поменять код. Я сменил свою точку зрения, теперь хочу, чтобы это была собака. И теперь я должен заменить это мяу во всех местах на вав. Я, конечно, могу делать поиск и замену, но мы можем сделать это лучше. Давайте посмотрим на ключевое слово while. В Python и в других языках программирования также есть ключевое слово while, которое позволяет делать что-либо снова и снова. 0 раз, 50 раз, 50 тысяч раз. Столько раз, сколько мы хотим. Давайте посмотрим, как мы можем делать что-либо снова и снова и снова. Итак, while позволяет мне спрашивать вопрос снова и снова. И каждый раз, когда мы видим вопрос, это булевое выражение, которое возвращает true или false. Итак, как я могу напечатать мяу 3 раза и спросить 3 раза вопрос, на который ответ будет true или false? Как насчет того, чтобы я начал с 3, и потом один из моих пальцев опускается, и потом я говорю мяу, и еще раз я опускаю следующий палец и так далее. И каждый раз, как это хочу сказать мяу, я должен проверить, у меня все еще есть пальцы, которые подняты или нет. Если ответ нет, то остановиться. Итак, я думаю, у нас уже есть все кирпичики для решения этой проблемы. Давайте я создам переменную i, которая будет равна 3. Потом я буду писать while и буду спрашивать вопрос, ответ на который должен быть true или false, пока i не равно 0.
Делаем следующее. Смотрите, у меня двоеточие в конце строки, у меня табуляция в начале следующей строки. И я хочу выполнить только то, что имеет индентацию внутри этого цикла. Табуляцию. Если я запущу сейчас программу, сейчас, что может случиться на экране? Программировали вы до этого или нет? Что может случиться ужасного? Она ничего не сломает, но я потеряю контроль над компьютером каким образом. Я думаю, что он собирается печатать мяу бесконечное количество раз. Да, именно. Я установил i равное 3, после этого я спрашиваю, не равно ли у нас i нулю, и это верно. Итак, интерпретатор пойдет от строки 1 к строке 2, потом к строке 3, и потом на строку 2 основа, перейдет опять на строку 3, и ответ на вопрос все еще i не равно 3, то есть false. То есть, прошу прощения, true, и мы возвращаемся на строку 3 и так далее, и так далее. Я не собираюсь нажимать Enter, так как мы перейдем в бесконечный цикл. Чтобы завершить подобное бесконечное выполнение, мы должны использовать Ctrl-C, чтобы прервать выполнение бесконечного цикла, например, или в целом прервать выполнение нашей программы. Позвольте мне задать значение i, равное i минус единице. Мы опускаем палец снова и снова, пока он не будет равен нулю. Пока ответ на наш вопрос не будет равен false. Итак, я запустил программу, и я получил 3 мяу. Почему? Потому что я что-то типа повторял свой вопрос снова и снова, трижды, изменяя значение переменной i. Итак, каждый раз наша переменная i была декремирована. Графически это выглядит следующим образом. Я начинаю с овала опять, потом я инициализировал i равное 3, потом я спросил вопрос. Снова ромбы представляют вопросы. i не равно нулю. Если ответ true, я мяукаю, и потом я пойду по этой стрелке. Я обновляю i равно 2 на этот момент. И потом я перехожу по циклу опять. Это видно здесь хорошо графически. Потом я спрашиваю вопрос снова. 2 равно нулю? Нет, не равно нулю. Поэтому мы снова переходим по этой стрелке. 1 снова не 0. Теперь i равно нулю. 0 равен нулю. Да, 0 равен нулю. То есть ответ на вопрос 0 не равен нулю нет. И мы останавливаем программу. Итак, flowchart — это один способ визуализировать то, что происходит внутри компьютера. Итак, представьте, что мы думаем немного иначе. Может, у вас мозг просто работает иначе, и мы хотим посчитать от нуля и вверх. Вполне нормально. Я задаю i равно нулю, прошу прощения, i равно единице, и здесь я меняю свою логику.
Вместо того, чтобы считать, что i не равно нулю, мы проверяем, что i меньше, чем, либо равно, чем 3. Итак, тогда мне нужно изменить эту строку. Как я хочу поменять эту строку, строку 4, чтобы быть консистентным подсчетом с единицы до 3. I будет равно i плюс единицы каждый раз. Все именно так. Каждый раз, когда мы хотим перейти в следующую позицию в цикле, мы должны прибавить единицу к i. Я думаю, что если мы оставим программу в таком виде, то мы опять попадем в бесконечный цикл. Итак, я пишу i равно i плюс единицы. Итак, сейчас снова для ясности. I равно присвоение. Код выполняется справа налево. Мы прибавляем единицу к i и обновляем значение переменной i слева. Итак, я бы сказал, что большинство программистов считают с нуля. И многие считают, что подсчет с нуля – это хорошая идея. Давайте сделаем так. i равно единице. И мне нужно изменить сейчас кое-что. Смотрите, если я не изменю сейчас ничего, сейчас у нас в коде есть баг, он мёкает 4 раза. Но проще всего будет изменить меньше либо равно на меньше, чем 3. Теперь я пойду от 0 до 2, но не переходя на 3. Может быть, многие захотят начать с единицы, это тоже нормально, но хорошая привычка будет начинать с 0 и до 3, но не переходя до 3. То есть переходя до значения меньше 3, что является 2. Запустим программу, она работает, как мы ожидали. Вместо того, чтобы писать i равно i плюс 1, мы можем написать i плюс равно единице. Это абсолютно та же вещь. Но мы всего лишь опишем немного меньше кода. Для тех, кто программировал в C и в C++, Java, JavaScript, могли видеть плюс-плюс до этого, минус-минус, извините. В Python это не работает, вы не можете это использовать. Итак, позвольте мне поставить паузу здесь и увидеть, есть ли у нас вопросы. Можем ли мы использовать for циклы, где мы можем инициализировать переменные, как в других языках программирования? И там же проверить условия. Короткий ответ – нет. Вы не можете делать это. Но мы увидим другой тип лупа, цикла скорости, который позволяет делать что-то похожее. У меня есть вопрос по поводу флоучарта. They are. So I deliberately use certain types of symbols, certain shapes here, whereby an oval is conventional for start and stop. I used rectangles for any statement of code. Итак, вопрос здесь, могу ли я использовать другие типы символов для флоучарта? Но на самом деле это достаточно является конвенцией. Мы используем овал для начала и конца, мы используем ромб для
вопроса и прямоугольник для какой-либо команды. Но вы можете использовать свои символы для себя. Итак, мы здесь поменяли наш вопрос. I меньше 3, и теперь он является плюсом. Вот здесь мы считаем с 0 до 3, но не доставая 3. И здесь мы пишем инкремент через плюс равную единице. Но как только вы будете знакомы с концепцией, рисовать что-либо такое, либо более сложное, не составит для вас проблемы. Итак, позвольте мне перейти другой тип цикла, который называется for. У него нет столько фич, как у многих других языков программирования, но он немного другой и отличается от while. Он позволяет нам чуть-чуть по-другому себя экспрессировать. Но он используется для листа. Мы говорили о бульных экспрессионах для ответов true или false. Интеджерах есть также лист, который позволяет использовать несколько значений в одном и том же месте. Итак, что это значит? Вернемся к VS-коду здесь. И давайте начнем сначала. Мы не будем использовать while вообще, но будем использовать for. Как for работает? Он позволяет итерировать, проходить от начала до конца по списку. For I in список интеджеров 0, 1, 2. И для каждого из этих значений я напечатаю мяу. Итак, мне нравится цикл больше, потому что он короче, он проще. Не нужно ничего инкриминировать или декриминировать. Для меня это всего лишь меньше работы, чтобы этот цикл работал. Меньше каким-то способом шестеренок, которые позволяют крутиться который крутится в нашей программе, меньше переменных, с которыми надо следить, меньше строк кода. В этом цикле I автоматически будет инициализирован нулю, потом будет напечатано мяу, потом I автоматически будет обновлен и будет единица. Опять будет напечатан мяу, и потом I будет автоматически обновлен в 2, и мяу будет опять же напечатан. И так как список у нас закончится, Python прекратит работу в цикле. Что такое список? Список — это именно перечисление наших переменных в квадратных скобках. Python знает, что это будет список. Итак, запустим нашу программу, и она работает так же. Это всего лишь 2 строки кода. Они достаточно читаемые, но в каком смысле эта программа плохо задизайнена? Она мёкает 3 раза, но почему это не лучший способ решить эту программу? Даже если вы не программировали для этого. Снова подумайте о корнер-кейсах. Подумайте о крайних случаях.
Yeah, exactly. And that's what I mean about thinking about the extreme cases. If you're trying to decide for yourself if your own code is good or someone else's code is good, Если вы считаете, что ваш код хорош, он может выглядеть таким образом, но подумайте не о 3 вещах, а о миллионе вещей. Вы серьезно собираетесь печатать от 0 до миллиона и так далее, и так далее? Нет, вы не собираетесь печатать только значения на экране. Тут должен быть намного лучший способ решить эту проблему. Итак, есть один способ решить эту проблему. Мы вручную можем получить список от функции. Существует такая функция. Она называется range, которая дает список значений. Она получает один аргумент, которым вы пишете количество переменных в списке, которые хотите получить. Итак, если я пишу range 3, я получу назад 3 значения. И по умолчанию они 0, 1 и 2. Но если я хочу помяукать миллион раз такой злой кошки, я могу написать здесь миллион. Итак, это лучшее улучшение в долгосрочной перспективе. Есть минорное улучшение, которое мы можем сделать здесь, даже если мы мяукаем всего лишь 3 раза. И заметьте, что даже если я определил переменную I, я ее никогда не использую. Совершенно очевидно, что мы должны что-либо использовать. Но в Python есть такая конвенция. Если мы используем какую-либо переменную только единожды, только для того, чтобы пройти по циклу, мы можем не задавать имя этой переменной. Мы можем переименовать ее в нижнее подчеркивание. Это без разницы и не имеет большого влияния, но это сигнал для вас и сигнал для ваших коллег, что вы не используете эту переменную совсем впоследствии. Как в нашем цикле в данном случае. Такое вот минорное улучшение здесь. Но мы можем сделать еще одно улучшение. Если вы программировали до этого, то это типа взорвет вам мозг, но что я буду делать, если я хочу помяукать 3 раза? Print мяу умножить на 3. Это достаточно круто. Вы можете напечатать, что вы хотите, умноженное на количество раз. И вы получите именно такой результат. Я типа сделал ошибку здесь, потому что это недостаточно хорошо. Давайте запустим программу, увидим. Ага. Это типа очень голодная кошка, она мяукает достаточно быстро. Но давайте посмотрим на другие кирпичи, которые мы использовали до этого. Что, если я хочу напечатать мяу-мяу-мяу на разных строках? Какое решение здесь может быть? Все еще используя это умножение. Итак, мы использовали плюс, чтобы конкатенировать строки. Я могу использовать умножение, чтобы эти строки умножить. Мы можем использовать \n. Замечательно. Да. С помощью \n, обратный /n, мы говорим компьютеру о том, что мы хотим перевести курсор на новую строку. Так, запускаем программу. Замечательно. Почти что.
Единственная проблема, которая мне здесь не нравится, это то, что мяу-мяу-мяу, и в конце у нас есть новый перевод строки, который мне не нравится. Yeah, so here too, like all of these things we've seen in past weeks are kind of coming together, right? Recall that the print function lets you Итак, control what the в line данном ending случае is. By мы default, можем it's использовать backslash n itself, which is why at the very end следующее. of this print, the cursor is being moved again to the next line. Чтобы Well, we need курсор to не just переходил в override that. конце на So let me новую go into строку, my code here, and let me мы change this можем to comma end equals указать quote-unquote, so that it's no longer the end для default команды print backslash n, it's в instead кавычках now и going to не be указывать в кавычках ничего, nothing как whatsoever. из That предыдущих should лекций. eliminate then hopefully that additional Итак, slight line. надеюсь, So это let me так run и this one сработает. last time here. Давайте запустим еще разочек. Enter, И and there we have it. замечательно. So now, you know, at least as programming goes, it's kind of cool that I can distill this into a short line. Сейчас это замечательно работает и выглядит достаточно клево. Я Я понимаю, что это достаточно менее хорошо читаемое, но это всего лишь одна строка кода. Замечательные подходы, которые я использовал до этого, тоже работают. Но это всего лишь еще один способ сделать то же самое. Но в данном случае программа будет хуже читабельна. Но это фича питона, с помощью которой мы можем сделать это. Давайте спросим пользователя, как много раз мы хотим, чтобы наша кошка пимокала. Так, как мне получить число от пользователя? Пользователь должен отдать нам позитивное число. n равно int, от инпута, чему равно n, знак вопроса. И тут я должен проверить, if n меньше нуля, я должен сказать снова, введите n. Хорошо. Что если пользователь опять не дал мне позитивное число? Если n меньше, чем 0, и так далее, и так далее. Вы можете постоянно спрашивать пользователя, отрицательным является число, или отрицательным является число, или нет. Мы можем делать это в цикле. И достаточно привычная парадигма в питоне, если вы хотите получить от пользователя что-либо, что, например, является только положительными числами, например. Мы сразу пишем while true. Этот цикл будет повторяться бесконечное количество раз, потому что ответ на вопрос true всегда true. По умолчанию цикл будет продолжаться бесконечное число раз, то есть нам нужен способ выйти из этого цикла. И конвенция говорит о том, что мы получаем целое число от пользователя, например, и потом мы спрашиваем свой вопрос. Если n меньше нуля, итак, если мы получили переменную на меньше нуля, мы говорим continue, то есть продолжить цикл. В противном случае мы просто выходим из этого цикла, используя ключевое слово break. В данном случае, если n больше нуля, то мы выходим из этого цикла. Почему бы нам вместо всего этого не написать, если n больше нуля, то выйти из цикла? И дальше я могу написать уже привычную нам
строки кода for I in range, напечатать мяу. И I я заменяю на нижнее подчеркивание, как и в предыдущем случае. Итак, заметьте, это бесконечный цикл, в котором я получаю переменную от пользователя. И дальше я спрашиваю, если n больше нуля, если n больше нуля, то выходим из цикла. Даже несмотря на то, что брейк табулирован дважды, он позволит нам выйти из цикла. После этого мы приходим на строку 6. Теперь, если я запущу эту программу заново, чему равно n? Допустим, 3. Трижды мяукаем. Запустим программу снова 10 раз. Мяукает 10 раз. И на самом деле то, что мы должны отсюда вычленить, это вот этот вот цикл, который достаточно частая парадигма использования в питоне, получения чего-либо с необходимыми условиями. Но не будет ли это замечательным использовать функцию мяу, которая, допустим, существует? Так мы определим функцию main, и там будем использовать функцию meow3, которая еще не существует. Было бы замечательно, если бы она уже была, но ее нет. Итак, определив функцию meow. И теперь она достаточно проста. До этого мы уже печатали это. В цикле for печатаем нужное количество раз meow. И так как до этого мы будем запускать функцию main. Запустим ее. Так. Мяукнем трижды. Все время она будет мяукать 3 раза, потому что я захардкодил это число. Как насчет теперь спросить пользователя число? Число равно getNumber. К сожалению, в питоне нет функции, которая называется getNumber. Поэтому нам нужно определить ее. Итак, getNumber, while true, и как мы печатали до этого, получаем от пользователя переменную. Если n больше нуля, позитивное число, положительное. Мне не нужно выходить из цикла в этот раз, даже если я могу. Но в этом случае я просто могу вернуть n. И это опять же фишка питона. Вместо того, чтобы выходить из цикла, мы можем выйти из цикла и вернуть значение с помощью ключевого слова return. У этой функции нет никакого сайд-эффекта. Она возвращает значение от пользователя. Я могу все еще сделать брейк из цикла, но после этого мне нужно вернуть n. Что происходит здесь? Если я выхожу из цикла, мне нужно отдать переменную все еще с помощью ключевого слова return. Последняя вещь, которую я сделаю, это поменяю 3 на number, который мы получили от пользователя. Так, запустим программу, чему равно n, я печатаю 3, я получаю 3 мяу. Если я хочу одно, я получаю одно мяу. Итак, у нас есть возможность что-либо делать снова и снова с помощью цикла. Давайте я предложу сейчас
посмотреть более внимательно на списки. Мы собираемся работать с большим и большим количеством данных, поэтому мы вернемся к спискам. Вернемся к VS-коду здесь. Итак, я назову файл Hogwarts. Итак, здесь, допустим, я определю список пользователей, список студентов Хогвартса, которые я знаю заранее. Я назову переменную students, и в квадратных скобках, который говорит о том, что у нас начинается список, определю Гермиону, Гарри и Рона. В кавычках, потому что это строки. Теперь у меня есть список 3 строк, вместо того, как это было до этого, список 3 чисел, 0, 1 и 2. Ну подождите, как мне напечатать содержимое списка? В прошлом мы всего лишь печатали. Но в данном случае я не хочу печатать за один раз всех студентов. Я хочу печатать их один за одним по очереди. Как мне получить значение конкретного студента? Для этого мы будем использовать квадратные скобки, и в них будем использовать числа. И здесь мы видим, что здесь очень удобно думать и считать, начиная с нуля, потому что все списки считаются с нуля. Первый элемент в списке начинается с нуля. Второй будет иметь значение единицы и так далее. Будет иметь ключ единицы и так далее. Здесь я напечатаю студента в квадратных скобках 0, студент в квадратных скобках единицы и студент в квадратных скобках двоек. Так я получу то же самое, что я ожидаю. Гермиона, Гарри и Рон. Но здесь должен быть лучший способ это сделать. Мы можем использовать циклы автоматически вместо того, чтобы печатать 0, 1 и 2 вручную. Мы можем использовать потом, чтобы итерировать не только цифры, но также что угодно, что является списком. Напечатать таким образом for student in students, print student, он напечатает мне всех студентов. Так, теперь, если я выполню программу, я получу тот же самый список, но мне нет необходимости знать заранее, сколько их у меня. Заметьте, здесь я не назвал эту переменную нижнее подчеркивание, потому что здесь я ее использую. Вы думали бы, что я бы мог использовать таким образом нашу программу, но код становится таким дурацким таким образом, что мы не сможем понять, что тут происходит. Поэтому тут лучше всего использовать переменную таким образом, чтобы она значила что-либо. Вы можете использовать s, например. Но снова, почему бы нет, это будет намного более читаем, если я буду использовать таким образом нашу переменную. Давайте я вот здесь остановлюсь, чтобы узнать, есть ли вопросы у нас по тому, что мы прошли только что. Yeah, so is it not necessary to initiate student in this case, or we can just declare a variable in the loop? Нужно ли инициировать переменную student в данном случае? Нет, не нужно. Python за вас инициирует ее. Other questions? Еще вопрос.
since you described break, so is there any concept of continue so that we can skip a particular case in loops? Yes, you can continue using another syntax as well. We haven't shown that for now. Можем ли мы использовать continue так же, как и break? Okay. Да, мы можем, но мы увидим это Can this впоследствии. for loop work with either hash tables or different kind of hash tables or arrays? Indeed. So we're getting ahead of ourselves there, but there are yet other types of data in Python, and indeed, you can use a for loop to iterate over those as well. Anything that is iterable, so to speak, is Можем ли мы использовать for loop для итерирования итерации других типов данных? Да, мы можем, мы увидим это тоже позднее. Suppose I did want to iterate using numbers like I and 0, 1, 2 and so forth. Let me propose that we could change this code. Допустим, я хочу итерировать с помощью чисел. Давайте я удалю этот кусок кода и посмотрим, что я могу сделать. Я могу написать for I in students. Я не буду писать таким образом, потому что I будет не с числом, а буквально будет Гермиона, Рон, Гарри и Рон. Я хочу итерировать от 0 до 2. Мне нужно создать цикл, который начинается с 0 и заканчивается двойкой. Я мог бы написать range, но это тоже не будет работать. Но это тоже не будет работать, потому что students не будет являться числом. Но есть решение для этого. Оказывается, что есть функция len в питоне, которая скажет вам продолжительность, или иными словами, длину нашего списка. Таким образом, range не будет принимать список строк, но он будет принимать число. Поэтому я могу сделать это таким образом. Range до длины нашего списка. И это позволит в коде мне делать следующую вещь. Print students квадратные скобки I. Как мы делали до этого, если я печатаю открывающую скобку 0, закрывающую скобку квадратную, и то же самое для единицы и для двойки, это работает таким же образом здесь. Вот Гермиона, Рон и Гарри. Гермиона, Гарри и Рон. Теперь позвольте мне напечатать не только студентов, но также и I в начале. Допустим, я хочу их попечатать, посчитать. Перезапустим программу. Теперь я вижу, хорошо, Гермиона начинается с 0. Это немного странновато для человека, но поэтому я могу прибавить единицу. Допустим, мы видим топ-3 студентов. Гермиона, Гарри и Рон на 3-м месте. Итак, какие-либо вопросы теперь по нашим спискам? My question is for I in range. Can you explain this once more? Мой вопрос for I in range. Можете ли вы объяснить это еще разок? Конечно. Позвольте мне перемотать еще разок назад. For I in 0, 1, 2, 3. Печатаем мяу. I получает значение первого значения в списке, потом второго значения в списке, потом третьего значения в списке. И потом мы понимаем, что это недостаточно масштабированное решение для миллиона, например. Поэтому пишем range.
и поведение будет то же самое. И теперь, если мы перемотаем, то что я здесь делаю, это всего лишь комбинирую эти идеи. Я создаю for loop, я создаю перемену I, и в range я передаю длину списка с помощью функции len, которая возвращает нам ее. Я мог бы сделать вот это, но я не хочу хардкодить. Это здесь я хотел бы динамически конфигурировать количество наших студентов. Итак, позвольте мне сейчас перейти все еще к Хогвартсу, но комбинировать всю нашу последнюю программу. В Python также есть не только списки, булевые значения, строки и так далее, но также есть и dict. Dict — это словарь, и его аналогия такая же. В реальной жизни у нас есть список слов и их значений. И также здесь абсолютно так же у нас есть ключи и значения. Что-либо ассоциировано с чем-либо другим. Итак, посмотрите, это намного более мощное, чем список. Словарь, dict, таким образом, чуть более мощный, он что-то типа двумерный, так как у нас есть ключи и значения. Давайте попробуем определить, кто у нас относится к какому факультету. Я могу сделать это с помощью списков все еще. Я создаю список факультетов. У нас тут 3 Гриффиндора и Драко для Слизерина. И мы можем просто договориться между собой, что кто у нас первый студент живет во втором, относится ко второму, кто у нас на первом месте относится к первому месту из факультетов и так далее. Но что, если бы мы хотели также, помимо этого, использовать и патроном нашего студента? Нам же тогда пришлось создать еще один список, и опять же договориться, что они соответствуют. Но я бы хотел имплементировать эту идею, что-либо ассоциировать с чем-либо. Так, как я могу сделать это? Я вернусь к нашему коду и предложу, что мы можем делать это, используя словари. Вот у нас новый синтакс. Вместо того, чтобы использовать квадратные скобки, мы будем использовать фигурные скобки. Мы видели фигурные скобки применительно к строкам. Это абсолютно никак не коррелируется. Итак, я создаю переменную students и говорю, что она равна открывающему, закрывающему фигурным скобкам. На данный момент это пустой массив. Прошу прощения, пустой словарь. Итак, я пишу Гермиона. Двоеточие и значение, к которому оно относится. Пишем то же самое для Гарри, Гриффиндор. Для Рона я тоже пишу Гриффиндор. This is going to get very ugly quickly. Once we add in Draco and Slytherin, my code is going to get too long. It's going to start wrapping. So this is purely aesthetic. It is perfectly acceptable in Python and other languages. Это немного плохо выглядит, поэтому в Python вполне допустимо делать каждое новое значение пар ключ значения с новой строки. Заметьте, что это сейчас лучше считается. Ключи слева и значение справа.
Это намного легче для читаемости. Итак, я добавляю Дарка и добавляю его в Слизерин. Это всего лишь имплементация в коде вот этой вот идеи. Если я хочу распечатать следующее значение, то синтаксис будет практически таким же самым. Мне нужно перейти внутрь переменной. Если списки у нас пронумерованы 0, 1, 2, 3 и так далее, словари позволяют нам использовать слова как индексы. Так что если я хочу напечатать факультет Гермионы, я напишу квадратную скобку Гермиона. Заметьте, это не 0, не 1 и не 2. Итак, Гермиона — это ключ, Гриффиндор — это факультет, значение. Итак, если я перейду к коду, то это должно напечатать Гриффиндор. То же самое для Гарри и то же самое для Рона. То же самое для Драка. Он должен вернуть нам Слизерин. Так, это все еще немного ручное действие, но мы можем улучшить это. Запустим программу, и мы получили именно то, что мы ожидаем. To again, sort of two dimensions, associating, like we would on paper pencil, something with something else, keys with values respectively. Allow me, if you will, even though I realize this is getting a little fancy, allow me to escalate things slightly here and transition from looking Позвольте мне немного эскалировать вещи и перейти к следующему шаблону. Позвольте мне использовать цикл. Этот вопрос был до этого. Итак, я пишу for student in students. Print student. Давайте скажем student просто для начала. Если я запущу программу, я увижу, что я думаю, мы увидим только ключи. Все верно. Хорошая интуиция. Мы будем видеть только ключи. Так что я думаю, мы увидим Гермиону, Гарри, Рона и Драка. Это же мы и видим. Но что, если я хочу напечатать оба? Не только ключ, но и значение. И синтакс для этого такой же, как и для списков. В студентсах до этого мы использовали I, и здесь мы можем использовать ключ, строку. Will go to Hermione's location and get back her house. Will go to Harry's location and get back his house, and so forth. So if I do Python of Так, если я запущу эту программу, я увижу Гермиона Гриффиндор, Гарри Гриффиндор, Рон Гриффиндор, Драко Слизерин. Let's go ahead and change our separator from the default space to maybe a space comma. And just using print features now, let me run the same program again. Enter. Now I've just got some nice pretty commas in there to make clear that Hermione's last name is not in fact Gryffindor. That's just a print detail. Any questions then on these dictionaries? Ну, всего лишь это деталь принта. Какие-то вопросы сейчас есть у нас? Потому что мы прошли. I just can't get my head around the for student in students. Does if I'm just correct me if I'm right.
does that mean it imports the list of students and uses the indexes, or in other words, Hermione, Harry, and Ron, as the indexes in the actual the list of students? Correct. So this is just a feature of Python. When you use Итак, это for фича loop Python, with a когда вы используете dictionary, for what loop happens is this. If this is the dictionary here, со with keys on словарем, top and the values on bottom, you get to choose what the variable is called. I called my variable student just вы because it makes можете sense, выбирать, because I какие want one student значения at a time. переменных And what будут, the for какие loop does, будут их just like it did with numbers названия. before, the 0, the 1, and the 2, Я выбрал it allows me student, to, for instance, set student equal переменную, initially to в Hermione's которой мы name, будем and записывать then the next значения iteration из of the loop, the next cycle, set списка, student equal to из Harry's словаря. name, then Ron, then Draco. It just kind of happens automatically. Like that is what the Python И автоматически interpreter does for you Python when it засовывает sees a for loop like значения that. Гермиону, It's very Гарри, similar in Рона и spirit to Драка. iterating with a for loop over a list, but rather than iterate over the numeric location 0, 1, 2, it iterates over the bold-faced keys in this representation here graphically. Итак, Python итерирует среди этих значений, которые выделены жирным, которые являются ключами. Итак, что если у нас есть больше информации о наших студентах? Как вы можете себе представить, в базе данных может быть большое количество данных. В данном случае у нас есть патрон. Для тех, кто не знает, это животное или что-либо такое, которое улетает, когда магическая вещь, магическое заклинание произнесено. Well, what might code like this look like? Well, let me go back to Hogwarts.py and let me start fresh for just a moment, and let me propose that I enhance this with a bit more data. And this data is going to look as follows. Допустим, что мой словарь students будет списком, что если моя переменная students будет списком словарей. And suppose that each of those students is itself a dictionary, a collection of key value pairs, keys and values, something and something else. Well, here's one other way we can do this in code. Let me go back to VS Code here, and let me define a variable called students that is equal to a list. Позвольте мне перейти обратно к нашему списку. И это будет список словарей. Я опять же перейду на новую строку для лучшей читаемости. And let me propose that one key this time won't be the student's name explicitly. It will literally be the word name, and they're going to have the name. И в этот раз ключ будет не именем, а буквально значением name. И у каждого студента будет три ключа: имя, факультет и патрон. Так, я создаю новый словарь для следующего студента. What are the three words I'm storing in each of my dictionaries? Name, house, and Patronus. What are the definitions of those words for Hermione, Gryffindor, and Otter, respectively? For Harry, the definitions are going to be different in this new dictionary. Гарри определение будет совершенно другим. Итак, мы пишем name, двоеточие, Гарри, факультет Гриффиндор, опять. И патрон для него будет олень. Итак, для Рона мы создаем такой же похожий словарь из факультета, имени и патрона. Для него патрон это Джек Рассел Терьер. Для следующего словаря, для Драка, факультет будет Слизерин,
And Draco, interestingly enough, at least according to the internet, has no Patronus. Was never revealed in the books or the movies. So it turns out this is actually a wonderful Согласно интернету, патрона нет никакого. keyword in Python that is literally none. N-O-N-E with the И first для этого мы будем capitalized. использовать This represents ключевое слово officially nom absence с of a value. первой So I заглавной could a little буквой. sloppily do something like quote unquote, but does that mean I didn't get around to typing it or not? It's a little clearer Здесь я могу semantically использовать to say literally none. кавычки, A special keyword in Python ничего to make внутренних, clear that I know, но для этого есть Draco специальное has no слово Patronus. It's not just an ключевое oversight в on my питоне, part. которое говорит, что Now that I мы have this, не what имеем do I have ничего in здесь. the computer's Nom. memory? I have a list. How do I know it's a list? Итак, у меня есть Because I see список, a square потому bracket at что the он beginning начинается and another с square квадратной bracket at the скобки и end. That заканчивается shows my квадратной visual clue. скобкой. Okay, I don't know necessarily what else is going on here, but there's a list of something. What is in that list? Что в этом Well, here списке? too, the syntax is our clue. Синтекс наш помощник. Что-либо, если оно начинается с открывающих фигурных скобках и заканчивается с закрывающими фигурными скобками, я знаю, что это словарь. Итак, мне не нужно переводить все это на новые строки, чтобы это было не слишком длинно. Но сколько у нас слов в этом словаре? 3. Гермиона, Гриффиндор и Выдра. То же самое для Гарри, то же самое для Рона и для Дрека. По дизайну у меня есть словарь, который содержит все те же ключи, но значения являются уникальными. Итак, теперь у меня есть целая коллекция интересных данных. Я могу использовать цикл для студентов, студентов. Позвольте мне напечатать сначала имя студента. Итак, итерирую через всех студентов в списке. Следующим делом я пишу значение для слова name в этом словаре. Так, если я сейчас запущу эту версию Хогвартса, я вижу 3 имени. Но что, если мне нужно больше информации? Имя и факультет, например. Я пишу student name и student house. Давайте запустим сейчас нашу программу. И теперь я вижу факультеты, добавление к именам. Я могу добавить сепаратор, разделитель через запятую и пробел. Таким образом я увижу то же самое, только через другой разделитель. И если я хочу напечатать еще и патронуса здесь, я буду использовать тот же самый синтаксис здесь. Так, теперь если я запущу эту программу еще разок, я вижу все данные в этом словаре. Итак, словарь в конце концов всего лишь коллекция значений, ассоциированных с ключами. But then I realized in my next version, wait a minute, what if every student has not just a name and a house, but a Patronus? Let's actually standardize the names of our keys to be name, house, and Patronus. И так как здесь я решил, что у нас будет не только имя, факультет и патрон, я теперь стандартизировал наши названия ключей, чтобы использовать их. Так, вопросы. And if I want to look up for a specific student, so how do I know where to look that student? Итак, вопрос в том, что я буду делать, если у меня список очень большой данных в словаре, как я найду конкретного студента.
Итак, Python позволяет нам быть очень производительным, когда мы работаем со списками и словарями. Это фишка языка, которая позволяет нам получить данные быстро из словаря, если мы хотим это сделать. Итак, позвольте мне сейчас посмотреть на парочку финальных проблем, которые мы можем решать с помощью наших данных, с помощью наших инструментов. Allow me to propose that we use this just for inspiration, not to do something that's quite as colorful or graphical as this, but just to focus on, for instance, this barrier in the middle of the world. Итак, давайте сфокусируемся на барьере в игре Марио. Похоже, что он состоит из 3 кирпичей. Давайте имплементируем то же самое с помощью Python, используя решетки для кирпичей. Так, позвольте мне переключиться на VS Code здесь, создать новую программу, которая называется mario.py. Итак, я попробую выполнить тот же самый рисунок так просто, как я могу. Итак, я получил достаточно простую версию всех тех же все того же барьера из кирпичей. Итак, позвольте мне адаптировать парочку уроков, которые я выучил сегодня, и сделать следующее. Итак, это распечатать нам абсолютно то же самое. Итак, посмотрим, можем ли интегрировать нашу дискуссию дальше. Итак, наш код позволяет нам создавать абстракцию, если вы хотите. Так, у нас была функция, которая говорила hello. Она недостаточно сложная, но она делала именно то, что нам нужно. У нас была функция getNumber, которая позволяла нам получить число от пользователя. Итак, допустим, я создам функцию main, и в ней буду использовать функцию printColumn. Итак, как мне сейчас имплементировать эту абстракцию? С помощью кода. С помощью def мы можем определить функцию printColumn. И передам ей параметр, который называется height, высота. Я могу назвать ее n или чего угодно еще. И здесь я напечатаю абсолютно тот же код, который я использовал до этого. И в конце мы просто вызовем функцию main. Я немного усложнил код, он не делает ничего нового. Ничего сложнее, чем до этого, но на самом деле абстракция printColumn позволит мне думать о печати кода, печать куска кода из игры Марио за раз. Especially if I'm using print column all over my code, or maybe still a colleague of mine, a friend, someone else on the internet is using my print column function. What's also nice about functions you've written is you can change the underlying implementation details of them, but so long as you don't change the name of the function or its parameters or what it returns, if anything,
И что замечательно, что касается имплементации функции, это до тех пор, пока я не меняю название функции, количество или значение параметров в ней, или возвращаемое значение, я могу менять ее имплементацию как угодно. Я могу сделать так, как мы делали до этого. И снова, это вполне нормально, если вы не комфортны с этим синтаксисом. Но я запущу программу еще раз и увижу абсолютно тот же самый результат. И мейну абсолютно не надо знать, какая у нас имплементация внутри функции printColumn и что он делает. At some part, Mario encounters these bricks in the sky that if he jumps up underneath, they become coins. And so he gains. Итак, давайте перемотаемся вперед и посмотрим, что мы можем еще имплементировать из игры Марио. Как насчет печати такого вот плашки с 4 знаков вопроса? Итак, я избавлюсь от этой версии. Теперь она становится горизонтальной, вместо того, чтобы быть вертикальной, и просто я напечатаю print row с помощью функции print row 4 раза. Я пока не знаю, как я напечатаю эти 4 знака вопроса, но я предполагаю, что эта функция будет решать нашу проблему. Так, давайте перейдем вниз и решим нашу проблему. Определим функцию printRow, которая будет иметь ширину вместо того, чтобы иметь высоту. И теперь я могу напечатать знак вопроса, умноженное на количество, ну и ширину, грубо говоря. Теперь запустим программу, и я теперь вижу 4 знака вопроса. Он не такой уж симпатичный, как графическая версия, но это как минимум кирпичик в том, что мы можем использовать нашу функцию впоследствии. Well, it's a useful problem-solving technique as soon as your world does not look one-dimensional like this, or with the column version, but what about this? Later in Super Mario Brothers, does Mario have to jump down into this world where there's a lot of Если Супер Марио прыгает вниз, вот в такой мир, it's two-dimensional. There's a height and a width to it. У каждого из таких кирпичей есть два значения – ширина и длина. Как мы можем сделать это? Давайте я предложу вернуться к коду и подумать об этом немного иначе. Я могу, если я знаю, что я хочу, я могу выполнить программу print_square размером 3. Это всего лишь абстракция. С помощью нее я могу определить, как функцию, которая будет печатать квадрат. Так, кто должен ее имплементировать? Сейчас за клавиатурой только я, так что я буду выполнять эту функцию. Итак, определяем функцию print_square и размер ее. But also all of these columns, I now have to think not just cyclically, like a loop allows, but I need to think two-dimensionally. Теперь нам нужно думать не только последовательно, как нам позволяет цикл, но также думать двухмерно. Так, мы печатаем одну строку за другой. All of the output for every example thus far starts at the top and goes down to the bottom. From top to bottom, left to right. Пока что каждый пример наш начинался сверху и заканчивался снизу. Давайте подумаем, что мы можем сделать. Теперь я буду интегрировать I в размер квадрата. Итак, у нас будет три кирпича вниз, но внутри каждой строки будет 3 кирпича в бок.
wide and 3 tall. What do I want to do to print the first row? I want to print brick, 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 brick. What do I want to print on the second row? Brick, Итак, brick, brick. And the на third первой row, строке я brick, brick, хочу brick. напечатать So I'm doing кирпич, кирпич, 3 кирпич. things На второй 3 то же times. самое, на третьей опять же There's a кирпич, lot of кирпич, printing that кирпич. must happen. So let me go back to my code Итак, я here and let me перейду весь propose код now обратно that we и think of предложу this теперь, outer loop that I've just что started наш as цикл representing наружный, each of our rows. который For I говорит in о range of каждой size is going из to ensure, наших no matter what I строк, do next, that I can print out 1, 2, 3 rows, or more generally, size, where size could be 3, but it could be smaller or larger. What do I want to do on each что я of the хочу rows? напечатать Well, внутри just like an каждой old из school наших строк. typewriter or printer, on each row, I want to На print out каждой brick, строке brick, я brick, буду печатать brick, кирпич, brick, brick, кирпич, brick, кирпич. brick, brick. Well, that sounds like a cycle, some kind of loop. So maybe I Это can выглядит have как цикл. inside of one loop another loop. Может I быть, don't я wanna могу use внутри I again, 'cause I don't цикла wanna использовать use the другой, same variable and mess up my counting. So I'm gonna, by другой цикл. convention, use J. Very Я не common буду in использовать I, I, maybe чтобы K, but after не that, you shouldn't помешать keep наши nesting циклы inside of друг each с другом, other. я буду Let me использовать go ahead J. and say for J in range of size 2, because it's a square, and then each of these rows, let me print out a single hash, but no new line. Итак, But внутри, after each row, let me print only a new line. внутри каждой строки я буду печатать кирпич, который олицетворяется решеткой, заканчивающейся ничем, то есть без перехода строки, но в конце каждого такого блока я должен напечатать только новую строку, переход в новую строку. Так я добавлю комментарий здесь. Каждой строки в квадрате для каждого кирпича в строке печатать кирпич. On line 11, I'm doing the exact same thing but using J from 0, 1, 2. But that's good because I represents now each of my rows, and while I'm on each of those rows inside of this outer loop, I'm going to do brick, brick, brick. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. But I don't want my cursor to keep moving to the next line while I'm on a row, so I'm just overriding that line ending. But let me ask a question of the group now. Why on line 16 do I have a print here all by itself? Итак, позвольте мне спросить группу сейчас, почему на строке 16 я использую print без чего-либо. После внутреннего цикла, но в конце наружного цикла. Каждый раз, когда вы заканчиваете строку, вы должны перенести курсор на новую строку. Замечательно, все так оно и есть. Я не хочу печатать новую строку после каждого кирпича. Я хочу печатать новую строку после строки из кирпичей. Как только я заканчиваю с этим, я должен напечатать один переход на новую строку. Is that automatic line ending, the \n, where the cursor moves to the next line. So if I now go back to my terminal window and run guard.py, I see a 3x3 square. And it doesn't quite look like a square on my screen because these hashes are a little taller than they are wide, but it is in fact 3x3. Эти хэши, эти решетки немного длиннее в высоту, чем в ширину, но тем не менее. Давайте удалим все и посмотрим, сколько у меня строк кода осталось. Удалим все комментарии и переходы строк. На самом деле мы можем сделать следующее. Мы можем делать следующий прикол, как мы делали это и до этого. Мы можем просто умножить решетку на количество раз, которое мы хотим распечатать, и получим тот же самый результат. If you like abstraction and you'd like to wrap your mind more around what the code is doing, well, let's do this. If you're not quite clear on what's going on, let's propose that you implement a function called print row.
Вы можете себе представить, что вы выполнили функцию print_row, которая получает ширину. И здесь мы можем распечатать ее следующим образом. Это у нас еще одна возможность для абстракции. Мне на самом деле все равно, что печатает строку. Я использую внешнюю функцию, которая делает это. Как работает print_row? Он может использовать follow, он может использовать такой трик, такую фишку языка Python. Мы можем декомпозировать нашу проблему на меньшее количество проблем. Итак, я вижу, что у нас нет вопросов по циклам. Итак, комбинируя наши циклы с предыдущими нашими фишками, мы можем делать более и более сложный код. Итак, впереди мы увидим то, как мы можем решать наши проблемы на языке Python.